Всем доброго времени суток, в этом видео мы будем распаковывать ваттметр. Данное устройство необходимо для отслеживания энергопотребления различных устройств, как в текущий момент, так и на протяжении некоторого периода времени. В некоторых кадрах устройство имеет небольшие дефекты в местах соединения. Это не брак, это было вскрытие для данного видео. Коробка слегка помялась, но устройство полностью целое. В комплект китайцы положили переходник. Внутри коробки сам ваттметр и достаточно толстая инструкция на английском языке. Сзади у устройства место под установку двух батареек формата LR44. Батарейки нужны, чтобы сохранять и смотреть данные без розетки. Если батарейки сели или если их вытащить, данные стираются. Без батареек устройство также работает, но данные без электричества не сохраняются. Штекер подходит к розеткам типа C и F, но не подходит к розеткам типа E, которые используются в некоторых европейских странах. Сзади на маркировке указано напряжение 230 вольт, частота 50 или 60 Гц и ток до 16 А. В инструкции указано минимальное напряжение 190 вольт, максимальное 270, и это важно. Если в вашей стране проживания напряжение ниже, то устройство не будет работать или будет работать некорректно. Также в инструкции указана точность. Описана она с моей точки зрения несколько запутанно, поэтому я ее запомнил просто как плюс-минус 3%. Спереди экран, 4 кнопки, управления и розетка типа F. У розетки есть шторки, но их мы рассмотрим в самом конце. Посмотрим, что нам может показать дисплей. Первая строчка – текущее напряжение в сети, текущий ток, максимальный ток, текущее энергопотребление, максимальное энергопотребление, перегрузка, об этом чуть позже, частота сети и коэффициент мощности. Чтобы не уходить далеко, перегрузка настраивается самим пользователем. Если ток или общая мощность будут выше установленных тут параметров, устройство начнет пищать. В некоторых ситуациях может быть полезно. Вторая строчка. Общее время работы под нагрузкой. Без нагрузки останавливается. Текущее время, которое настраивается пользователем. Общее количество насчитанных киловатт за все время работы может быть сброшено без сброса всех параметров. Цена за киловатт электроэнергии настраивается пользователем. Суммарная стоимость затраченной электроэнергии вычисляется из двух предыдущих параметров. Третья строчка – это потребление за последние 7 дней, выполненное в виде столбиков. В каждом столбике по 6 делений. Одно деление может равняться 1, 2, 5, 10 или 15 киловаттам. Как выбрать, чему равно деление, нигде не указано, возможно, оно выбирается автоматически. Проверим точность напряжения, тока и частоты. Сначала я взял мультиметр, которым я чаще всего пользуюсь, VC61A. По напряжению все достаточно близко, плюс-минус 2 вольта. Но вот по току что-то явно было не так. Разница в токе между мультиметром и ваттметром в некоторых режимах была более чем в 2 раза. При этом я точно знал, что измеряемое устройство под нагрузкой потребляет более 350 Вт, а исходя из тока на мультиметре там менее 300 Вт. В конце концов я еще раз достал мультиметр, обзор которого скоро выйдет на канале, а именно пикметр PM18C. С ним показания устройств как в режиме покоя, так и в режиме нагрузки стали достаточно похожими. Разница около 20-30 мА на высоких токах и около 50 мА на низких. Но на низких может быть погрешность мультиметра, так как во всех случаях я измерял в режиме 20 А. С напряжением и частотой также все в норме, плюс-минус 3 вольта и 0,02 Гц. Разберем устройство. Держится все на двух болтах, да не простых, а с треугольным вырезом на головке. Также по периметру устройства есть несколько защелок. Внутри две платы, первая с экраном, кнопками и пищалкой, вторая с управляющей электроникой и подстроечными резисторами. Сначала я думал, что один подправляет напряжение, другой ток, но нет, оба напряжения.
Потом я подумал, а может один для грубой настройки, а другой для тонкой? Но и это оказалось неверным вариантом. Чувствительность обоих одинакова. Зачем их два, я так и не понял. После их обнаружения удалось снизить разницу в показаниях с мультиметром до 1 вольта. Припаяно все достаточно хорошо, но с обратной стороны платы виднеются остатки флюса и, что самое плохое, разбрызгано олово. Вот фрагмент с микроскопа. По поводу розетки и проводов. Левая часть состоит из двух половинок. Это необходимо для измерения проходящего тока. Держится крепко. Просто так оторвать или выдрать не удалось. Провода имеют маркировку 14 АВГ. Если этот провод медный, то допустимые токи для этого провода около 20 ампер. Проверить это, не разрывая провод, в моем случае затруднительно, а рвать не хочется. В работе данное устройство у меня выдерживало нагрузку около 1,6 кВт в течение недели, без перерывов. Ну и про шторки. Сделаны они достаточно хитро. Если пихать что-либо в одно отверстие, шторка не открывается. Чтобы шторки открылись, нужно надавить сразу на обе заглушки. Хорошая защита от детей. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВК. Спасибо за просмотр и удачных вам покупок!